Короли, цари и монархи почти везде считались наместниками бога на земле. Даже если где-то так не было, то правителям уделялось особое внимание со стороны народа. Иначе и быть не могло. Оценивали не только личные качества, но и внешность. Можно вспомнить песню группы Любэ «Старый барин». В нем речь идет не о правителе страны, а о хозяевах крепостных. Есть там такие строчки: «А у нового-то рожа во». В том смысле, что некрасивый барин достался, возможно, со злобным выражением лица или недовольным. Не буду больше ходить вокруг да около и расскажу о самых красивых монархах в мировой истории. Александр Македонский. Не зря Оливер Стоун на главную роль в своем фильме утвердил Колина Фаррелла. Действительно, Александр, как считали современники, был очень хорош собой. Они рассказывали, что правитель всегда смотрел томно, а голову держал чуть наклоненный, будто задумался о чем-то. Мы можем ориентироваться на скульптуру Лисиппа. Возможно, мастер что-то и приукрасил, но Александр у него получился с открытым красивым лицом, с греческим профилем. Добавляет деталей в образ Плутарх, который отмечал, что у правителя было много шрамов. Неудивительно, учитывая то, что он со своими воинами дошел до Индии. Филипп IV. У царей и королей часто бывают прозвища: Грозный, Львиное сердце, Большое гнездо, Мудрый, а Филиппа звали Красивым. Тут уж сразу понятно, что правитель был хорош собой. Филипп Лябель. Красиво звучит. Не стоит, наверное, сильно доверять живописцам, которые работали над портретами Филиппа. Возможно, что они не были достоверными, но нет сомнений, что король Франции был симпатичен. Не в шутку же его назвали красивым. Правильные черты лица, открытый взгляд. У Филиппа от Иоанны Наварской было 7 детей. Увы, никто из них не дожил до зрелости. Сам Филипп ушел, когда ему было 46 лет. Александр I. Вот мы и добрались до российского представителя в этом перечне. Александр I, считается, был красивым мужчиной. Этот сын Павла был высок ростом, с голубыми глазами и светлыми волосами. Лицо его было приятным. Александра привлекательным считали дамы, его современницы, а это лучшее экспертное заключение, ведь взгляды на красоту меняются с годами, поэтому мы в полной мере не можем оценить человека из прошлого. По слухам, Александром интересовалась даже Жозефина, та самая. Со временем русский царь начал лысеть, но это не сделало его безобразным, может быть даже наоборот. Существует версия, что женщин покоряло в Александре не то, что он был хорош собой, а то, что правитель был отважен и смел. Ричард I. Правитель которого я уже упоминал, но только под прозвищем Львиное сердце. По одной из версий, король получил такое имя за свою храбрость. Есть и другие варианты. Например, рассказывают, что Ричард был очень жесток, поэтому Львиное сердце не символ бесстрашия, а знак злобы и кровожадности. Как бы там ни было, а Ричарда считали и считают красивым парнем. Судя по имеющимся изображениям, король был действительно хорош собой. Но нам судить трудно, потому что Ричард I жил почти 1000 лет назад. Расскажу о короле, пожалуй, несколько интересных фактов. Его родным языком был французский. За все время правления Ричард находился в Лондоне, может быть, около года, не больше, потому что постоянно воевал. А прожил король 41 год. Незаконно рожденного сына Ричарда звали Филипп де Коньяк. Ричарду еще приписывают интерес к мужчинам. Доказательств нет, поэтому не стоит сильно углубляться в эту тему. У некоторых историков такая мода – всем приписывать связи с людьми своего пола. Альберт Саксен-Кобург-Готский. Этот парень никогда не был королем, не мог им стать. В Британии, во времена, когда жил принц Альберт, правила королева Виктория, а мужчина был ее супругом. Принц был хорош собой. Лицо его, судя по описаниям и портретам, было нежным и благородно сдержанным одновременно. Что ж, у Виктории был хороший вкус. Альберт, который формально правителем и не был, получил от жены доступ ко всем государственным бумагам. Принц выбрал в качестве поля для своей деятельности культуру и социальную сферу. Он много сил отдал этим вещам. Альберт прожил 41 год. За это время он стал отцом 8 детей и фельдмаршалом армии Британии. Вот такие правители-красавцы были в мировой истории. Мне лично больше нравится Александр.
Действительно, лысина не сделала его неприятным, и оценивать монарха нужно не только по ней. Другие ребята в списке тоже ничего. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Загадки Истории и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.